Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. В настоящий момент молдавская ГРЭС работает на небольших запасах угля и мазута, которых официально хватит примерно на 50 дней. Давайте по порядку. Что из себя представляет молдавская ГРЭС, которая в прошлом году отметила 60 лет со дня начала работы. В числе прочего, оборудование там в общей сложности 12 блоков, 2 мазутных, 2 газовых и 8 угольных. 8 угольных по 200 мегаватт каждый, то есть хватило бы не только Приднестровью и Молдавии, еще бы и на Украину оставалось, и бог его знает куда еще. Тем не менее, работали в последние годы 2 газовых по 250 мегаватт. Этого тоже вполне хватало и для Приднестровья, и для порядка 70-72% спроса в Молдавии как таковой. Поставки осуществлялись через Молдавию. То есть это Молдавия закупала у «Газпрома» и поставляла в адрес Приднестровской ГРЭС. Так что пункт первый. Несмотря на прекращение транзита через Украину, можно было бы поставлять через Румынию по турецкому потоку, из Болгарии по трансбалканскому через Румынию и Молдавию. Какие-то объемы, хотя газовая связь между Молдавией и Румынией не настолько мощна. Там 900-миллиметровые трубы, не 1200. Но какие-то объемы можно было получать. Поведение Молдавии мы видели. Отказ признать долги за газ и, собственно говоря, решение о прекращении поставок в адрес Молдавии состоялись до прекращения транзита, если посмотреть синхронизацию всего происходившего. Так что здесь, что касается запасов угля, там есть своя специфика. Уголь может быть только донецким или ростовским, соответственно, каменноугольный бассейн 1. Поставки можно осуществлять только железной дорогой. У Приднестровья, как известно, выхода к морю нет. Железная дорога либо из Украины, либо через Молдавию. Всего 2 варианта. В октябре отрапортовало руководство молдавской ГРЭС о том, что запасы почти на 2 месяца сделаны, при условии того, что будет работать только один блок на 50% мощности. Что, насколько я понимаю, сейчас и можно наблюдать. Дым из одной трубы, значит, один котел работает, одна турбина, и вот эти 100 мегаватт. Вот, собственно говоря, если техническую сторону вопроса. 11 декабря был создан штаб по ЧС в экономике. Если в Молдавии в энергетике, то в Приднестровье сразу во всей экономике, это понятно. Молдавскую ГРЭС строили не просто так, она была основой питания для металлургических предприятий, для машиностроительных и целого ряда еще. Все это сейчас приходится останавливать по указанным причинам. Действительно прекращена подача горячей воды, действительно, причем в обоих видах, и для теплоснабжения, и как горячая вода для домашнего хозяйства, все переведено на электричество. Кроме того, 5 мегаватт сейчас дает Днестровская ГЭС. Зима больше нельзя. Понятно, что на пике можно вывести на большие объемы производства, но печально скажется. 52 дня, но это для Приднестровья как бы шанс пройти отопительный сезон вот в таких условиях, какие есть. Созданы пункты обогрева в населенных пунктах. Население предупреждено о том, что надо заткнуть все щели в окнах, по возможности завесить их чем-то теплым, собираться в одной комнате. То есть, совершенно кошмарная ситуация, где из нее выход не очень понятно. Логика подсказывает, что, в принципе, решение можно было бы добиться общими усилиями с Молдавией. Молдавия все-таки имеет возможность приобретать уголь, и общими усилиями запасы можно было бы увеличить, нарастить объемы. Повторяюсь, там 8 котлов, правда, я не могу сказать, все ли они находятся в рабочем состоянии. За время работы на газе что-то было законсервировано. Надеюсь, что все обслуживалось в соответствии с регламентами. Напоминаю, что собственником молдавской ГРЭС является компания «Интеррау» России. Я надеюсь, что про регламентные работы, про необходимость планов предупредительных ремонтов там все помнят. Вот, собственно говоря, если очень коротко, то ситуация выглядит вот так.
Прекращены поставки электроэнергии в Молдавию. Причем, опять же, тут две причины. Одна чисто физическая. Мало угля, мало объем выработки электроэнергии. Самих себя бы хоть как-то обеспечить. И второй момент. Ежегодно подписывались договора о поставке электроэнергии. В этом году он просто не подписан. Подробностей нет. Просто как факт. Договор о поставках электроэнергии молдавской ГРЭС в Молдавии просто отсутствует. Вот, собственно говоря, такая ситуация. То есть вместо того, чтобы искать выход общими усилиями, Приднестровье пытается делать то, что в его силах, Молдавия пытается идти по другому пути. Здесь и договор с Румынией о определенном объеме поставок электроэнергии и разрешено через энергетическую компанию Молдавии закупать газ у Евросоюза. Тоже такой отдельный момент, сугубо юридический. Молдавия не является членом ЕС, соответственно, покупать напрямую у европейских компаний не имеет права, но подписано агентское соглашение, на это добро дали. И не только в Бухаресте, но и в Брюсселе. Вопрос в том, хватит ли возможности Румынии первый момент, и второй момент, хватит ли пропускной способности линии электропередач между Румынией и Молдавией. Не хватит. На день сегодняшний, судя по сообщениям из Румынии и Молдавии, на 62% спроса в электроэнергию в Молдавии поставки идут из Румынии, но это, простите, праздничные дни. 8 числа все может измениться, потому что будет увеличен спрос. Что будет с поставками, тоже до конца непонятно, потому что экспортные возможности Румынии обусловлены возможностями ветроэлектростанций, то есть здесь все зависит от погоды. Если посмотреть на те графики перетоков румынской электроэнергии в Молдавию, то там достаточно четко видно, когда есть ветер, когда ветра нет. Румыния в соответствии с собственным законодательством прежде всего должна обеспечивать саму себя по понятным причинам. Есть добыча собственного газа, были поставки российского газа через Болгарию из турецкого потока, но, вероятнее всего, сейчас они будут прекращены, поскольку вступил в действие договор «Газпрома» с венгерской государственной компанией «МОЛ», подписан еще осенью прошлого, теперь уже позапрошлого года, о том, что если будут прекращены поставки через газотранспортную систему Украины, весь необходимый в Венгрии объем пойдет через турецкий поток. Соответственно, тот небольшой резерв мощности турецкого потока, который был, сейчас будет задействован для поставок в Венгрию. Останутся ли при этом возможности что-то поставлять в Румынию, сказать сложно. Румыния, конечно, имеет возможность закупать газ через трансбалканский газовый поток, магистральный газовый поток. Он работает сейчас в обратном направлении, установлены соответствующие компрессорные станции, так сказать, в режиме интерконнектора, то есть закупать где-то СПГ на рынке, договариваться о регазификации либо с Грецией, либо с Италией, ну, с Грецией поближе. Транзит тоже денег стоит, соответственно, вот такой вариант. При этом те поставки, которые Румыния осуществляет с 1 января, на 30% дороже тех тарифов, которые в Молдавии есть, которые, напомню, были в декабре уже увеличены на 30%. То есть, итого вырастет все это для Молдавии на 60%. Что будет с ее экономикой, ну, мне сказать сложно, пусть пересчитывают самостоятельно. Кроме того, было заявление о том, что будут осуществляться поставки с Украины за счет генерации атомными электростанциями. Это возможно. Но избыток атомной генерации на Украине – это ночное время. Я не очень понимаю, для чего Молдавия ночью дополнительные объемы электроэнергии. Ну, я думаю, что-нибудь допридумают. Может быть, перейдут на ночной образ жизни. Ну, промышленные предприятия можно перевести на ночные смены, можно как-то играть. Пока сообщение не поступало, но я думаю, там правительству есть о чем задуматься. Что касается Приднестровья, дело ведь не только в этих 50 днях, которые предстоит вот в таком режиме переживать, но и, собственно говоря, что делать дальше. И по кому еще, кстати, ударит закрытие молдавской ГРЭС? Вот тоже вопрос. Через молдавскую ГРЭС осуществлялись поставки, через соответствующие подстанции осуществлялись поставки румынской электроэнергии на Украину, на две подстанции рядом с Одессой.
соответственно, их сейчас тоже не будет. То есть вот такой то ли треугольник, то ли четырехугольник, прекращены поставки газа через Украину, осталось без газа. Молдавская ГРЭС перешла на уголь, снизила объем выработки, нет возможности поставлять ни в Молдавию, ни, соответственно, на Украину. Румыния в соответствии со своими союзническими, так скажем, обязательствами обеспечивает электроэнергией Молдавию, соответственно, тоже снижаются возможности для поставок на Украину. Есть два маршрута для поставок румынской электроэнергии на Украину. Один через Молдавскую ГРЭС, то есть через Приднестровье, и второй напрямую. Есть прямая граница, есть возможность поставлять, но поставлять можно в том случае, если излишки объема. Теперь румынский маршрут поставок электроэнергии на Украину зависит от ветра в Румынии, зависит от того, как будет удовлетворяться спрос в Молдавии, ну и так далее. То есть никому не скучно, все теперь в этом газово-электрическом пасьянсе, куда еще и немножечко угля забросили, чтобы никому мало не было. Ну, я повторю, для меня вопрос не только в том, как Приднестровье пройдет отопительный сезон. Будем надеяться, что сильных морозов не приключится. Если верить Гизметью, в Тирасполе сейчас плюс 4, плюс 6 ниже нуля по ночам. То есть все не так просто. Но что будет потом? Хорошо, потеплело. Без электроэнергии в любом случае тяжело. То есть в любом случае нужно решать либо вопрос с поставками газа, либо вопрос с доставкой угля. Уголь такого качества, ну, можно сколько угодно не признавать вхождение, возвращение Донбасса в Россию. Можно покупать уголь ростовский. Тут, слава богу, юридических проблем нет. Вопрос, как это делать. Каким образом это доставить в Румынию? Ну, оптимальный вариант, понятно, что морем. Но Черное море, оно вот такое, какое есть. И, ну, как минимум, для того, чтобы в Приднестровье все было более-менее благополучно, насколько в таких условиях возможно, необходимо наводить порядок на Черном море. С тем, чтобы мореходство, судоходство проходило без каких бы то ни было ограничений и приключений. А тут уже, конечно, надо передавать привет военно-морским силам Великобритании, которые в Черном море пасутся в разном виде, в разных состояниях. То есть ситуация тревожная. Да, получается, вот страдают 4 страны, да? Или сколько вот мы насчитали? Ну, давайте пересчитывать. Румыния, Молдавия, Приднестровье и сама Украина, которая отказом от продолжения транзита, бог с ним, с договором, его можно было не подписывать, но она тоже в числе пострадавших, потому что если что-то случится, в последнее время достаточно регулярно стало что-то случаться с генерацией в самой Украине, в Одесской области. Одесскую область и город Одессу подстраховать будет просто некому. Если раньше можно было выкручиваться из сложных ситуаций с блэкаутами или графиками аварийного отключения, как говорят профессиональные энергетики, то сейчас такой страховки нет. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Есть, конечно, радикальный способ привести в порядок энергетическую систему и Одесской области, и Приднестровья, да заодно и Молдавии. Для этого надо будет решить проблему с энергосистемой еще и Николаевской области, если я географию правильно помню, но это уже не от нас с вами зависит, от решения нашего генерального штаба. Да, оставим комментарий по поводу этого решения. Мы И только про энергетику, для того, чтобы был полный порядок, для того, чтобы не было графиков аварийного отключения, чтобы надежно обеспечивать электроэнергией всех потребителей, есть вот такой вариант решения, не более того. один из вариантов, да. Вы знаете, бытует мнение, последний небольшой вопрос, просто чтобы вы развеяли эти мифы в комментариях. Часто говорят об отключении вот от газотранспортной системы Украины, обвиняют Россию, что это по нашей злой воле, и Молдавия, да, что это вот по нашей злой воле произошло. Можете этот миф развеять? Развеял этот миф «Газпром». Есть его официальное сообщение, что с 7 часов утра 1 января 2025 года у него нет ни юридической, ни технической возможности осуществлять поставки. Точка. Договор закончил свое действие, нового нет. Предложений по выставлению транзитных мощностей газотранспортной системы Украины на аукционах нет.
Вариантов с поставками азербайджанского или, не знаю, там, китайского газа тоже нет. Соответственно, ни технических, ни юридических возможностей нет. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Таня.